Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем вязать котика. И сейчас свяжем спинку. Холофайбером мы пока не наполняем. Когда провяжем вот здесь немножко еще, тогда можно будет заполнить. Итак, у нас оставалось по спинке 23 петли. 11 мы набирали здесь. И вот еще 2 угловые. Всего это 36 петелек. Можете пересчитать. То есть должно получиться 36 петелек по кругу. Сейчас будем присоединять ниточку. Теперь от вот этой петелечки отступаю к центру попы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в седьмую, вот здесь, я прикрепляю ниточку. Вывожу просто петельку. Воздушную я не делаю. Буду вязать сразу со следующей, ввязывая вот этот остаток ниточки. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь в углу делаю убавку. Теперь за оставшиеся полупетельки со следующей вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова в углу делаем убавку. Теперь вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И вот у нас приблизительно одинаковое расстояние. Вот где мы начинали и сейчас. Здесь мы сделаем 6 убавок. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Заканчиваю я в ту же петельку, где и начинала. Всего у нас теперь должно получиться 28 петелек по кругу. Сейчас я возьму маркер для обозначения начала ряда и продолжим. Вот ставлю маркер. И теперь вяжем 14 убавок. Это у нас второй ряд. 14 убавок, начиная с вот этой первой петли. Первая убавка, вторая, третья. Здесь внимательно, чтобы не пропустить петельки. Четвертая,
5 и так продолжаем до конца ряда. Вот я заканчиваю ряд, 14, убавка. И у нас остается 14 петель по кругу. Сейчас хорошо наполняю холофайбером. Здесь можно будет, если что, дополнить потом через вот эти отверстия. А пока заполняю вот таким образом. Вот так. И вот сюда в ушки. И заполняем столько, чтобы вам понравилась форма вашей игрушки. Я наполнила. Такой достаточно плотненький получается. И теперь последний ряд, 7 убавок. Так. То же самое за передние полупетельки. Первая убавка. Вторая. Третья. И так дальше до конца ряда. Закончила третий ряд. Получается 7 петелек. И сейчас нам необходимо будет их стянуть. Вот так через каждую полупетелечку я вытягиваю ниточку. 2, 3. Если необходимо, можно сюда еще добавить холофайбера. 4. 5. 6. И 7. Сейчас я немножко сюда добавлю. Перед тем, как окончательно стянуть. Вот так. Теперь стягиваю. И ниточку вот эту теперь прячу. Вот так. Прячу ее несколько раз, чтобы хорошо закрепить. Так. И еще разок. Вот такое туловище котика получилось. Сейчас заправляю белую ниточку в иглу
И будем пришивать лапки. Заправила. Теперь наполняем лапку холофайбером. Да, если необходимо, можете через вот эти отверстия добавить внутрь туловища еще, если необходимо. Вот так лапку наполняем. И теперь пришиваю. Сначала ниточку закрепляем. Вот так. И под косичку пришиваю, как обычно. Вот у нас, где мы набирали цепочку, самую первую из воздушных петель. И вот сюда к центру выкладываю лапку. И пришиваю. Один раз подхватываю за туловище и здесь под косичку. И вот так пришиваю всю лапку. Вернее, у нас не вся она остается, а половина ее. Еще покажу раз. Вот так. И вот так. Еще несколько стежков сюда дошиваем. Вот я дошила лапку вот сюда. Теперь делаю закрепочку, узелок. И не отрезая нити, я перехожу к другой лапке. Вот сюда. Здесь также делаю закрепочку, чтобы не получилась утяжка. И наполняю холофайбером эту лапку, пришиваю, перехожу к следующей, не отрезая нити точно так же, и к следующей. Я надеюсь, принцип понятен. Чтобы видео не затягивать, покажу уже в готовом виде. Я пришила все лапки. Вот так получилось. И сделала узелочек и ниточку спрятала. Вот так выглядит туловище. Сейчас будем вязать хвостик. Начинаю я с белой ниточки. Первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Петля подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваю кольцо, ставлю маркер. Второй ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза.
вот с первой петелечки. Остаток вот этот я вяжу 1 столбик, вот в следующую, первая, прибавка, 1 столбик, вторая, прибавка, 1 столбик, третья, прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 9 петелек. Теперь в следующем ряду будем прикреплять коричневую ниточку. Мы провяжем с вами вместе 3 и 4 ряд, и их необходимо будет повторить 6 раз всего. Итак, следующий столбик мы закрываем коричневой ниточкой. То есть, как обычно, я вывожу вот 2 петли белые на крючке и закрываю коричневой. Дальше коричневой продолжаю 8 столбиков без накида. В этом ряду остаток ниточки я вяжу 1, 2, 3, 4, убираем, 4, 5, 6, 7, 8. Это мы провязали третий ряд, и у нас по-прежнему 9 петелек. Четвертый ряд вяжется точно так же, только мы закрываем первый столбик белой ниточкой. Вот 2 петли на крючке. Я уже маркер даже не перекидываю. Белой закрыли. И белой продолжаем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 7, 8. Это мы провязали четвертый ряд. По-прежнему 9 петелек у нас по кругу. И следующий ряд мы снова будем закрывать коричневой и коричневой вязать 8. Следующий ряд закрываем первый столбик белой и продолжаем 8 столбиков без накида белой. То есть третий и четвертый ряд еще необходимо будет повторить 5 раз. Один раз мы уже провязали с вами. То есть всего должно получиться 14 рядов. Или можете сделать короче или длиннее хвостик, как вам больше нравится. На 14 рядов это вот такая длина. Чтобы не затягивать видео, я покажу уже в готовом виде. Вот я уже в 14 ряду закрыла первый столбик белой ниточкой. И теперь коричневую необходимо закрепить, потому что белой мы будем пришивать хвостик, а коричневая, чтобы не распускалась, вот ее буквально 2 столбиками закрепляю. 2, сразу можно отрезать. И довязываю 14 ряд. 3, 7, 8.
соединительный столбик и оставляю ниточку для пришивания. Отрезаю. Теперь наполняю холофайбером хвостик и будем пришивать. Наполнила холофайбером и заправила ниточку в иглу. Я пришиваю хвостик вот здесь над коричневой полосочкой. Вот так по центру. И тоже под косичку. Вот сюда. И под косичку. Пришиваю по кругу. Пришила, сделала узелок, ниточку прячу. Вот так. И теперь просто придаю форму хвостику. Наш котик практически готов. Осталось сделать вышивку. Заправляю вот эту вот розовую ниточку в иглу и будем вышивать носик. Носик будет вот эти полосочки и через один ряд. Вот один ряд пропускаю, а на следующем будет носик. Прячу узелок. Вот так. И где-то на длину, на ширину 1,5 столбика я делаю носик. Вот так. И вот так. Последний стежок. Узелочек я сделаю вот здесь сбоку. Вот такой носик получился. Здесь закрепляю аккуратненько, чтобы было незаметно и можно было узелочек этот спрятать. Вот так. Вот. Узелочка не видно. Отрезаю. И теперь вот этой серой ниточкой сделаю усики. Прячу узелок. И делаю. Вот этот усик, он будет практически горизонтально. На ширину 1, 2, 3 столбика. И спускаюсь на один ряд вниз. Вот так. А этот будет по диагонали. Вот таким образом. И вывожу вот здесь напротив
чтобы было симметрично. 1, 2, 3. Спускаюсь на один ряд. И вот сюда. Закрепку тоже сделаю вот здесь. Вот такая мордочка получается. Глазки я не вышиваю. Если вы хотите, можно сделать еще вышивку глазиков. Ну, мне изначально хотелось именно вот такого котика. Так, закрепила. И прячу узелок. То же самое, вот, узелка не видно. Остаток отрезаем. Итак, котик готов. Вот так получился. Осталось связать сосиски и пришить колечко. Чтобы видео не затягивать, сосиски я уже показывать не буду, провяжем их самостоятельно. Здесь вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми, и ряды я даже не считала, я просто вязала на необходимую длину. У меня получается длина 8 сантиметров. Вы можете сделать покороче, подлиннее или так же, как вам больше нравится. Встретимся, когда провяжем 8 сантиметров просто вверх по кругу. Провязала 8 сантиметров. Вот так получается. Теперь стягиваю отверстие точно так, как мы делали вот здесь на спинке. И затем заправлю серую ниточку в иглу и буду делать перепоночки. Заправила в одну ниточку. И теперь приблизительно там 7, 8, 9 рядов я распределяю и обматываю. Вот считаем, это первый наборный ряд наш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот за 8 рядом. Сейчас сначала прячу узелочек. Вот так. И буквально 2 раза вот так хорошо стягиваю. Вставляю сюда иголочку и снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот приблизительно вот здесь. Я ее вытягиваю. И снова обматываю. 1 и 2. Снова считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь можно чуть-чуть ниже. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот 7 пусть будет. И снова обматываю. Так. Теперь вывожу вот сюда вверх.
Подтягиваю. Здесь делаю закрепку. И теперь вот это колечко дополнительное, которое я прикрепляла. Вот оно. И в него пришиваю. Вот таким образом, несколькими стежками. Так. Снова делаю закрепку. Вот так сделаю двойной узелочек. И ниточку прячу внутрь. Вот так получается. И теперь вот это колечко можно либо пришить вот сюда, либо прикрепить его просто за столбик. То есть вот это колечко раскрываю. Если не получается руками, можно использовать плоскогубцы. Сейчас выберу здесь вот столбик, чтобы был по центру. И вот сюда вдеваю. Сейчас плоскогубцами я закреплю вот это колечко и будет готово. Вот согнула плоскогубцами обратно колечко, как и было. Брелочек готов. Вот такой котик получился. Я надеюсь, все было понятно. Надеюсь, у вас тоже получилось. И очень надеюсь, что вам понравился мастер-класс и такая идея. Напомню, что доступны субтитры качественные более чем на 36 языках. Если вы хотите связать такого котика, а языка вашей страны нет, напишите, пожалуйста, в комментариях, мы обязательно добавим. Также, если остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях, я обязательно отвечу. И если вам нравится моя деятельность, пожалуйста, поддержите лайком, комментарием, дайте обратную связь, чтобы мне было понятно, нравится вам или нет, и все ли получается. Благодарю вас еще раз. Желаю вдохновения, желаю хорошего настроения. Пусть у вас в жизни складывается все самым наилучшим образом. А мы с вами встретимся в новом мастер-классе. Сейчас, кстати, хочу показать вам следующий проект. Это вот такая вот моль, мотылек, моль. На данный момент готово 3 крылышка. Вот это, если вам интересно, то, пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал. Будем вместе с вами вязать такую игрушку. Вот. До встречи в следующих мастер-классах. Пока-пока.